Меня зовут Владимир, я журналист. Вы понимаете, что это под запись, да, и для публикации разговора? Да. Вы не против пообщаться? Нет. Понял, тогда представьтесь полностью, как зовут вас? Масягин Виктор Александрович. Дата рождения? 23 мая 1979 года. Откуда вы? Ленинградская область. Санкт-Петербург. Я понял, Санкт-Петербург. Служили где вы? Звание, должность? Рядовой, стрелок. 60-й отдельный мотострелковый батальон. Вы по контракту служили? Да. Как давно? А вот с июля месяца подписал. Это краткосрочный, трехмесячный Краткосрочный, контракт? Да. Угу. Что побудило вас к этому подписанию? Ну, хотел заработать денег. Ну, честно. Честно. Я вся из БУТа говорил всем, кто меня допрашивал, всем говорил, да. Так у нас не допрос, у нас беседа. Я понял, друг посоветовал там дома, что вот, можно заработать денег. Друг сам дома остался, а я поехал. Хороший друг. Через 2 недели попал в плен. Лучше новых двух. Через 2 недели попал в плен и все. Ага. То есть совет друга вы теперь как считаете? Хороший совет был? Встретил бы я сейчас этого друга. Да. Пообщался бы с ним. А что ж вы так повелись? Ну, долги у меня дома. У нас с долгами было рассчитаться. И вот так. Сразу такой вопрос. Вам на карточку должны были деньги приходить? Не знаю, я еще вообще ничего не успел получить. 2 недели. 2 недели я даже не успел ничего получить. 2 недели не успели ничего получить, понятно. 200 тысяч обещали? 150. 150? 150. Странно у вас как-то там все это. Кому 200, кому 250, кому 150. Ну, не суть. Суть в том, что одним, иногда, очень редко, 1 из 10 выплачивают, а остальным всем как-то вот или не выплачивают, или сильно недоплачивают. Не знаю. Я не успел вообще ничего не получить. Я по этому поводу ничего сказать не могу. Понял. Дальше что происходило? Подписали в этот контракт. Да, кстати, идейная подоплека какая-то была у вас, или это чисто финансовая история? В основном финансовая. Понял. А вы не интересовались тем, что происходит, что будет? Ну, я смотрел наш телевизор. Вот, пока не приехал сам сюда, я не увидел все это своими глазами. И это очень большая разница. Да, а в чем? Ну, у нас по телевизору одно говорят, а по факту все тут по-другому. Например, в чем вам обманывают вас по телевизору? Да возьмем даже партию, что наша артиллерия бьет. Наша артиллерия вообще неграмотно работает. Вот. По армии. Вот так что. Ну, и есть нюансы такие, что да, еда у нас были обеспечены едой, формой. Ну, как-то все равно не то, что... Я от нашей армии ожидал более лучшего. Угу. Ну, это понятно. Все видели парады на Красной площади, и все знают, какая на самом деле мощная и крутая российская армия. На деле? На деле. Я честно говорю, вот как у меня... Я честно говорю, я ничего не... Вот как он своими глазами видел, так и видел. То, что парады парадами. Они для того и есть эти парады. А по факту обратно отдали сколько городов? Да уже к данному моменту практически все. Вот. Ну, там часть Запорожской области еще. Ну, у нас телевизор стоит, мы новости смотрим. Да. Не, это про то, что происходит, понятно, это все знают. А имеется в виду... Ну, у нас был один, например, на интервью человек, который нам откровенно рассказывал, как они технику к этим парадам готовили. К примеру, там часть может быть просто покрашенной, которая стоит, но она может даже никуда не ездить. То есть, часть техники действительно хорошая, но она конкретно для участия в парадах. Вот у нас все разрекламировали танк «Армата». Почему бы его сюда не загнать? Так-то вот. Если он такой крутой, как у нас в России его рекламируют. Я предполагаю, что, может быть, вам хоть что-нибудь нужно оставить действительно для своей защиты в случае чего? Не знаю, это я не генерал, я не могу думать. Я тоже не военный тактик и стратег. Да. Есть просто информация, которая общедоступная. Ну вот, к примеру, вот что по ракетам. Вот. Я плохо вижу. Ну то есть тут только
Ракеты С-300 у вас использованы Осталось еще 87% от 100, которые были изначально. А у некоторых других, таких как Искандер, например, осталось всего 13% от того, что было. Я тоже далек от этого всей статистики. Много-много других. Политики. Тут где-то половина. Вот еще много осталось С-300 и много осталось еще кинжалов. Целых 73% от тех, что были. Я даже не представляю, что это вообще такие за ракеты. Понятно. Ну, ладно, тогда расскажите, что вы видели хотя бы собственными глазами. Ну вот, начиная с заезда, во-первых. Когда это было? 28 июля. 28 июля. Заехали вы? И куда? В Изюм. В Изюм. В Изюм. Там мы практически, вот, как бы мы новенькие, нас никуда и не посылали. Послали только первый раз мы пошли без разведки, без саперов, и попал я в плен тогда вот. Ну, вот тот момент. А так, что мы? Где мы жили, мы там мешками оборудовали все. Ну, мешки нам привезли пустые. Понятно. Песок привезли, мы там все оборудовали, делали. Вот. Ну, как мне показалось, что так как мы новенькие, к нам что ли приглядывались там или как, ну, что-то такое, что. Вот. Ну, 2 недели мы занимались этим. Потом пошли, нам надо найти было точку, и там нас обстреляли, попал в плен. А что за точку вам надо было найти? Фу, как же ее называли? Это под Изюмом. Стелла называли ее. Ну-ну. И зачем вам нужно было найти? Обозначить на карте. Ну как это, с нами были еще, ну, сами армейцы. Так. Вот, они сказали, что надо ее на карте обозначить и вернуться обратно. Все. Ого, ничего себе, вы еще и картографией занимались. Нет, я-то нет. Я вообще в этом не шарю. Вы сопровождали? Сопровождал. Я вообще со связистом. С нашим Понял. А потом, когда мы опомнились, уже все. Постоянно посмотрели, наших, ну, ни стрельбы не было, ни артобстрела не было. Просто наши куда-то все пропали. В лесу. Вы шли лесом, сколько у вас было? Ну, у нас было человек 40. Ого. Вот. И это все шли вот эту точку обозначить? Ну, шли, да, искать это. Вот. Мы шли. И потом получается так, что куда-то все вот по этой дороге куда-то все исчезли. Вот. Мы со связистом посмотрели по сторонам, нет никого. Мы подождали час, наверное, никто к нам так и не пришел. Мы решили возвращаться вдвоем обратно. Вот мы пошли обратно и нарвались на обстрел. Кто вас взял в плен? ВСУ? ВСУ, понятно, не называли подразделение? Нет. Ну, в любом случае, красавчики это. Потому что, я так понимаю, расчистили всех по дороге, кто шел, а вы остались одни. Наверное, и вас не уже знаю. потом взяли в плен. Так как я уже раненый по лесу, уже сам раненый, тяжело раненый, выбирался из леса, я тоже никого из наших не встретил. Понял. А что же вы как тяжело раненый, вы как вы тяжело раненым оказались? Я же говорю, мы пошли вдвоем, вот, смотрим, как, ну, ребята сидят, без опознавательных каких-либо знаков. Мы думали, что свои. Вот, потом услышали, ну, подошли к метров 40, наверное, до них. Они нас увидели, развернулись, начали сразу стрелять. Мы бежать. И вот когда я убегал, Вас ранило? Да, меня ранило. А напарник ваш? Напарник, не знаю, я его ни живым, ни мертвым больше не видел. Понял. И потом вас взяли в плен? Потом, да, меня взяли в плен. Да. Ну, история у вас, короче, прямо скажем, не очень длинная. Зачем это все? Вся вот эта война? Да. Я вообще не представляю, для чем. Мне вопрос этот задавали здесь. Ну, Да, у вас уже было время, в принципе, над этим подумать. Да, зачем я... Повоевали вы всего 2 недели, а в плену вы уже месяца сколько? 4-й месяц. 4-й месяц. Угу. 3,5 месяца. Так. Ну и вот, как вы думаете, зачем? Черт знает. Я даже ничего понять не успел толком, что происходит. А вот что на данный момент мы тут сидим, до нас вообще никому дела нет. Ну, я бы не сказал, что никому дела нет. Здесь, сейчас. До вас, в принципе, никому дела не было изначально. Ну, зачем людей посылать в чужую страну? Чтобы что? Вот. Ну, вот я же спрашиваю про цель. Зачем это? Вот вас послали. Зачем? Чтобы что? Хорошо. Вам известно, что происходило, начиная с 24 февраля? Хотя бы в общих Конечно. чертах.
Что? Россия зашла на территорию Украины. И это понятно. Куда? В смысле куда? Ну куда? По каким направлениям? Сумская, Черниговская, Ой, я вот это не Харьковская, Херсонская, Киевская. Ну, наверное. Вот. Можно говорить Запорожье, можно говорить Николаев, это я так, самые вот общие, да, вещи. Были под Киевом, ушли. Ну, не сами, конечно, ушли. Помогли. Помогли уйти. Уйти, да. Черниговская то же самое, Сумская то же самое. Сейчас вот. Херсон сам по себе, да. Ну, они это называют выходом за левый берег. Ну, мы телевизор у нас есть, мы смотрим новости, как там. В наших новостях тоже могут не объяснять, например, что у Херсона никакого левого берега нет. Не, ну говорят, левый берег, правый берег. Говорят, но как бы карту не показывают, ну, говорят. Я вот, допустим, не знаю, где Не, это левый, где Херсон, он весь на правом берегу. Если вышли за левый берег, это значит вышли из Херсона. Но все еще в Херсонской области. Но из самого города уже вышли. Потому что в России это четко называют выходом на левый берег, чтобы не говорить, что вы оставили Херсон. Потому что там же были билборды, все вот эти вот. Россия здесь навсегда и так далее. ну, не знаю, я там не был. Да. Ладно. Вы знали, что происходит. На что это было похоже? Вот это вот все вторжение по разным направлениям, вплоть до Киева. На полномасштабную войну. На полномасштабное вторжение. Вторжение, да. С целью? Ну, но многие по-разному как-то говорили, что с целью, ну, что, кстати, по телевизору вот у нас в России говорили, что Украина пригрозила ядерным оружием. Так. Вот. Угу. Потом то, что русскоязычных здесь на территории Украины истребляют. Не, Зеленский по поводу ядерного, ну по пунктам сразу пойдем. Зеленский по поводу ядерного оружия сказал, что, слушайте, был же Будапештский меморандум, который подписали, когда Украина разоружалась. И страны подписали соглашение о том, что будут помогать нам в защите наших границ. И Россия одна из сторон этого Будапештского меморандума, то есть она не просто вторгаться не имела права, она еще и должна была бы нас защищать от другого какого-то вторжения. Но Зеленский говорит, раз вы не придерживаетесь ничего, то нам тогда придется возобновить как-то производство ядерного оружия. То есть это не было угрозой там. Ну, у нас преподнесли как бы вот, что на территории Украины расположены будут ядерные ракеты, и Украина, возможно, применить их. Я даже не знаю, сколько лет или десятков лет должно было быть для того, чтобы мы это все разработали и действительно и воплотили в жизнь. Но это первый тезис. А второй тезис вы сказали, я уже просто... Русскоязычные. Русскоязычных. Вас много здесь напритесняли за русский язык? Меня? Да. Нет. Ну, меня тоже нет. Да, я обратил внимание, здесь многие разговаривают на русском языке свободно. Да. Ну, у нас вообще как бы языкового вопроса не было, проблем никаких. Не, локальные какие-то моменты, конечно, были, там кому-то что-то там не понравилось, кто-то что-то там сказал кому-то там по-русски или по-украински, а тому не понравилось, что он сказал по-русски или по-украински, или по-английски, или по-немецки. Такие локальные конфликты, они, конечно, могут быть в любой стране. Другой вопрос, что у вас это по телевизору очень сильно выносилось всегда. И могли 24 часа крутить, как у кого-то какой-то локальный конфликт произошел. Но как такового глобального, конечно же, не было. Нет, я обратил внимание, да, здесь, ну, вот я был в Днепропетровске, меня лечили там, ну, так сказать, Да. Вот, и сейчас здесь. Предоставили, кстати, помощь вам? Ну, да? по руке. А по руке? Я вижу, что рука у А вас. здесь пули перебила кости. А. Они там сложная такая, Ну, а хоть так первичную помощь какую-то. Да, гипс вот наложен. Вот, наложен гипс. А остальные, куда пули попали, они все вылечили. Понял. Днепропетровск, а точнее Днепр, это просто в основном русскоязычные. Да, там тоже все по-русски в основном говорят. Ну, были бы вы во Львове, например, там в основном бы все по-украински говорили, что. Где проблема? Да нету. Но выйти и купить круассан с кофе по-русски во Львове вы можете. Ну, у нас по телевизору, допустим, показывают, что в магазин приходит человек, ну, ваш гражданин, покупает что-то там и говорит, ну, называет этот продукт или что-то там по-русски, вот, ему просто не продают это или вообще арестовывают. Не, ну, арестовывают, это бред сумасшедшего. Ну, задерживают, точнее. Не задерживают, это тоже бред сумасшедшего, а
Или просто не продают этот товар. Могли бы. Не обслуживает магазин. Ну, представляю, что мог бы быть произойти такой случай 1 на 100 тысяч. Ну, у нас вот так преподносят Ну, по телевизору. То есть я вас могу вывести в город, если хотите. Не надо. Пойдете там кофе, купите себе, я не знаю, чего-нибудь. Микрофон вам прицеплю, со стороны буду записывать, как вам, по-русски продадут или не продадут. Потому что, ну, нет проблем, и не было. Где-то там может быть что-то иногда. Но вам показывали именно вот это вот, где-то Именно, там да. что-то. Что, иногда. да, где-то там. Ну, допустим, не продают вообще этот товар или вызывают полицию. То, что... Наоборот может быть. То есть наоборот может быть. Человек пришел обслужиться в магазин, говорит на украинском языке, а ему продавец отвечает на русском. И вот он может предъявлять претензии. Потому что это Украина, и как бы, понимаете? Вот Украина, и в Украине есть государственный язык. И ничего такого удивительного нет, что у продавца потребуют обслужить на государственном языке. То есть, да. Третье, что еще? Все, я вот назвал две. Это. Все, третье, я ничего не говорю. Понял. Давайте попробуем позвонить. Может быть, потом как-то у нас повеселее получится разговор с вами. Так, мы что там, на WhatsApp, да, куда-то писали. А, так он не прочитал до сих пор. Ну, пробуем набрать. Мосягин Виктор. А звоним отцу. Отцу Саша. О. Так, тихо. Алло. Алло, да, добрый день. Меня зовут Владимир, я журналист. Хотите поговорить с сыном, да, вы? Алло, алло. Да, разговор под записи Да. для публикации. Услышали? Да. Передаю трубочку. А вот так. Алло. просто лежите, пусть. Алло, привет, пап. Алло. Я говорю, алло, привет, папа. Здорово, Витя. Слушай, Здорово, Витя. слушай, ну я в плену. Вот. Но Как у вас дела? у нас все нормально. Как у тебя дела? Ну, в плену как дела? Это, вы хоть знаете, что я в плену-то там? Вам сообщили? Мы знаем, и в какой камере сидишь, знаем. Ух ты. А это как его? 129-й. А это как его? Сейчас, подожди. Ну что, как сам там, как Даня-то? Да, Даня нормально, все, Даня. Слушай, а что тебя не обменивают-то? Ну, это надо спросить у российской стороны. Ну, хорошо. Мгм. Он Я реально понял. 129-й? Да. Я понял. Ну, у тебя как с рукой? Да? Да что рука? Рука, не знаю, или ампутирует руку, или что-то. Может, операция поможет, какая правая. У тебя правая рука, левая? Правая. Правая, мне сказали, левая. Ну, ладно, правая. Ага. А ноги? Да ноги нормально зажили. Ходишь, да? Да. Там это, как его? Вот там, вот, где есть, кто есть в России, которые занимаются обменом, им просто надо на мозги капать почаще. Тогда все побыстрее будет. Мы капаем постоянно, блядь. Мы постоянно капаем, нахуй. Звоним, пишем, письма пишем, все делаем. В часть звоним, Министерство обороны, по правам человека, блядь. Все звоним, пишем. Не знаю, почему, блядь, не меняет. А что они говорят? Суки. Как бы поставили тебя на очередь или что-то такое. Вот. Заявление, блядь, приняли, зафиксировали, все. А почему не меняют, я не знаю, блядь. Понятно. Я вот вчера звоню, позавчера, сегодня звоню целый день. Марина сегодня поехала в Питер, напишет письмо опять в Министерство обороны, отошлет. Я понял. Понял ты. Ладненько, давай. А можно вопрос, папа? Пап, да, подожди, пап. Да. Алло, да. Добрый день еще раз. Да. Скажите, пожалуйста, вы зачем сына на войну отправили? Ну вот и такие вопросы. Самый простой в мире вопрос вообще. Никто не хочет воевать. Никто, поверьте мне. Ну, понятно, но он же поехал. Ни вы не хотите, ни мы не хотим. Не, ну мы ж к вам не пришли. Правильно. У вас есть люди военнообязанные? Ну да. И у нас есть люди военнообязанные. Тут ничего не сделаешь. Нет, ну подождите. Нет, если государство потребовалось, их посылает на войну, правильно? Вот вам потребовалось, вы посылаете.
И у нас, видать, потребовалось, и мы посылаем. Вот и все. Видать, зачем потребовалось? Это политика, а политика это грязная вещь, вы же понимаете. От нас, в принципе, что зависит? Слушайте, политика это вещь грязная и для многих непонятная. Я же вас про политику не спрашиваю. Непонятная. Я же не спрашиваю, Не я же не спрашиваю, вы собрались там баллотироваться в Единую Россию или нет. Причем здесь это? Ну, я же говорю про простые вещи. Тут люди гибнут, знаете, и как бы идут убивать. Это политика, если смотреть на это в каком-то глобальном масштабе. А если смотреть в масштабе вашего сына, то он бы мог бы погибнуть просто. Сейчас просто инвалид и все. А сейчас просто инвалид. Нам сказали, что он погиб. О, Нам сказали сначала, что он погиб. Да, это трагедия. Да, вот это политика. Мне жалко и своих ребят жалко, и ваших жалко. Вот мы-то при чем? Вот мы, простые люди, при чем? Мы не при чем. А я вам мы скажу, не хотим войны. Вот нет. лично я не хочу войны. И вы не хотите войны, я знаю. Ну правильно, так я ж поэтому и пытаюсь. А почему так получается? Вот, объясните мне. Я вам... Почему так получается? Ну потому что Россия пошла войной на Украину. Когда-то мне сказали, что, не дай бог, будет война, я вообще удивился, говорю, какая война, с кем воевать, Россия-то, с кем воевать, не с кем воевать, а она случилась. Вот почему случилась? Кто под это потому что каждый из вас, из россиян, берет в руки оружие и зачем-то идет в нашу страну убивать людей. А каждый другой, которого спрашиваешь об этом, он говорит, я не знаю, это политика. Вот почему война случилась. Потому что вы головой не очень думаете. А списываете все на политику. Ну а на кого еще списывать? Мы же не хотим войны. Ну как это? На себя. Ну как? Ну ваш сын пошел вот в Украину. Почему-то верхушка вот затеяла вот эту войну. Кому она нужна? Ну так воюет-то не верхушка. Воюет-то не верхушка. Да правильно, я все понимаю. У Пескова где сын? У Лаврова где сын? Знаете? Да говорят, за границей все, да. Да, на загнивающем Западе. Вы тут против НАТО воюете, а они в странах НАТО учат своих детей. Это все это... И не только у них, и не только у них. Ну это я так для примера. Да, ну, и не только у них. Странно очень Да получается. это ничего не странно, это гниль все, понимаете? Ну вот так гниль. Так, а зачем же россияне идут гибнуть и убивать за эту гниль? Ладно, ваш сын вообще честно сказал, что он пошел за деньги. Никакой там обязанности у него не было, и никто его не заставлял. Вы об этом знаете? Да. А зачем же вы пытаетесь рассказывать про какую-то военную обязанность и еще про что-то? Я вам говорю свою точку зрения, понимаете? У меня сын взрослый, вот он сказал так, он сказал, молодец. А я говорю вот с моей точки зрения. Вот понимаете? Мы вообще против войны. Вот россияне против войны, и ваши против войны. А как же против войны? Войны? Вы посмотрите, какое количество россиян идет, склонив голову под плетью, идет сюда, не хочет, а идет. Вы посмотрите, ну это что, это у вас что, рабовладельческий строй не отменили или что? А сколько не идет? Сколько уехало за границу? Тоже много. 1000 уехало. Ну, молодцы, молодцы, я их хочу обнять и заплакать, но больше интересуют все-таки те, которые идут, и зачем это делают. Не понимаю, они что. Не знаю, почему это. Но я знаю почему. Потому что им сказали, что они должны, и они идут, никто из них не знает зачем. Вот такая вот печальная история. Но это мы так, знаете, беседуем, думаем, может кто-то посмотрит. Спасибо вам. Говорите, спасибо пока. вам за связь, да, спасибо. Ну все, пап, пока там маме позвони, скажи, что так и так звонил. Все, да, Всё. хорошо. Ждем обмена. Ждем обмена, не знаем когда, чего. Вот. Ну, как-то. Ладно, пока, давай, пап. Рад был тебя слышать. Давай, пока. Да, ждем. Спасибо вам большое. Да, мы сами хотим, Я охуел. чтобы вас обменять. Да. Матами можно? Можно, да. Я охуел, когда он сейчас сказал, что даже сказали, что я погибший. Вот, я нет, потому что половину. Ну, это для меня уже привычная вещь. Кому-то по 2 похоронки пришли, кому-то по 3.
Вот так вот, погибшие, оказывается. Ну, конечно. Так это к теме обмена. Ну, это к теме обмена. Почему мы вас всех показываем и буквально настаиваем на то, что смотрите, вот они здесь живые, обменяйте их, а ваши этого видеть не хотят. Все это фейк, Он понимаете? же при вас говорил, что каждый день звонит. Это молодец. Им там похуй. Это самое главное, да. Он делает вот самое главное, что я от него хотел, он делает самое главное. Но это я говорю к теме обмена. Когда начинают рассказывать, что украинская страна менять не хочет, что там еще что-то. Во-первых, украинская страна к вам в Россию никого не посылала, это раз. Начнем с этого. Во-вторых, мы вас всех показываем с самого первого дня. Всех, кого меняем, и всех, кого обменяли, и своих сразу же, и всячески делаем все, чтобы эти обмены расшевелить. Понимаете? А вас записывают там в без вести пропавших или в погибших. Без вести пропавших это в лучшем погибших. случае. Сразу записали в погибшие. Да, потому что им так проще. Потому что если бы вы погибли, им было бы проще. Погиб и погиб, все. А так теперь вы для них проблема. Знаете почему? А еще инвалид. Нахуй он такой стране нужен? А инвалид это их вообще мало интересует. Вы для них проблема, потому что вместо вас надо какого-то украинца теперь выдать. Они этого прям, сука, сильно не хотят. Для них это страшно. Понимаете? Почему для них это страшно? Ну, потому что они любят, видимо, издеваться над людьми. Им хочется взять наших пленных, по Красной площади провести, массово показать, какие они великие тут завоеватели. Я не знаю почему. Я только знаю, насколько тяжело они идут на обмен. И насколько легко они записывают людей в погибших. Причем сразу не узнали ничего, там, как, что со мной. Сразу, хопа, дай хуй с ним, погибший, в рот его ебать, пусть он будет погибшим. Да, ну так. Вы слышали сами же сейчас? Да я это слышу уже раз 200. Я с марта месяца эти интервью веду. Человек живой, а его погибший, блин. Да у меня пацан 18-летний срочник лежал на аппарате Елизарова, его еле сложили вообще. А маме уже 2 похоронки зато прислали, добрые люди. Я хуй, блин. Это на 2-й месяц войны было. Так тому 18, он срочником вообще его сюда отправили. Он вообще ничего не знал, реально не понимал. А маме 2 похоронки зато уже пришло. А с ним в больничной палате, там еще 2 таких же, как он, лежит. А по поводу, откуда отец узнал, в какой камере или что-то? Вообще не понял. У я. нас люди что на обмен уехали, номер-то легкий, они запомнили. Я просил, чтобы они позвонили отцу. Да. Он просто такой, да знаю, что там 129-я. Я подумал, что он где-то здесь по тюрьме кого-то прозвонил. Нет, просто ребята у нас уезжали на обмен, вот, когда на той или по Да я понял. Да это не вообще ничего этой информации не дает. Да, Вы в плену в Украине, все. Да, То есть вас выдадут обратно в Россию тогда, когда вместо вас выдадут нашего бойца. Все. Вот здесь на этом и все прения. А в какой вы там камере и так далее и тому подобное. Вообще никого не интересует. Красный Крест ходит к вам? В Днепропетровске было еще в августе. В августе? В середине августа, да. Ну, к нашим просто в Россию никого не пускают. Это я знаю, они мне сами это и сказали тогда. В следующий раз мы с тобой, может, и не увидимся, я говорю, причина. А то, что, говорит, Россия не допускает к военнопленным наш, международный Красный Крест. Да. И так что, может, Украина тоже запретить доступ к вам. Ну, мы пытались поставить Красному Кресту какой-то ультиматум абсолютно открытый. Что, ребята, вы или давайте как-то двухсторонне работаете, или вы тогда или у нас вообще тоже, вообще никак не будете работать. Ну, ультиматумом все и закончилось, потому что они продолжают здесь работать и продолжают это все делать. Да мы, в общем, собственно, не против, нам что скрывать. Просто почему они, в России их не пускают и не пускают, и все. И на этом как-то вот Международный Красный Крест, нас не пустили и не пустили, и все, понимаете? То есть там нету какого-то, мы не видим рвения прямо достучаться. А от Красного Креста что они там хотят? Конечно. Может им проще, что ли? А может им просто донаты из России подбрасывают? Ну, донаты, знаете такое? Я таких слов далек. Премии. Насчет премии я сейчас ничего не удивлюсь. Сейчас. Вы же сами знаете, все покупается и продается. Да. Не, это тоже так предположение. Пусть никто не воспринимает на свой счет. Но все же может быть. 3,5 месяца. Вот, первый раз позвонил домой. Ну, я понял. Дальше что? От себя добавьте что-нибудь еще. Потому что мы вот с вашим отцом поговорили так. Расскажите еще от себя что-нибудь. Про вот это все. Про вот этот весь бардак, который происходит. Непонятный. Понимаю, что когда попадаешь сюда,
что на передовую, что в плен. Вот только там начинаешь своими глазами, когда все это увидишь, грязь вот эту. Ну что там на передовой? Вот более детально, может быть. Что вас возмутило? Или что вас удивило? Чего вы не ждали увидеть? Или наоборот, чего ждали увидеть, но не увидели? Ну как можно было 40 человек отправить найти какое-то место без разведки, без саперов? Вот. Это потом мы уже поняли, я понял, когда один остался уже тяжело раненый, вот, что нас кинули в лес прямо в пекло. Ну, не в пекло, как сказать, а они кругом, как в ВСУ противник был кругом, оказывается. Не факт, что они об этом знали ваши. Так, а где разведка? Какая разведка? Вот. А почему посылать людей туда без разведки, без саперов? А почему посылают людей на войну без подготовки? Без подготовки. Даже те, кто в армии никогда не служили. Так зэков ваших сейчас посылают. Знаете об этом? Были у нас транзитом. Вот. Были у нас транзитом, вот, недели 2 назад. Да, я знаю. Вот. Я с ними общался. Я когда По узнал, 6 ходов. я когда узнал сам. Вечевые. Я сам охуел, когда узнал. Говорю, как так? А вы что, ребят, так? Говорит, 30 тысяч. Ну, не скажу точно за эту цифру, но около 30 тысяч зэков уже мобилизовали в России. Прямо с тюрем. Со сроками по 20 лет. Почему же россияне такие мародеры и всякие. Вот они откуда появляются. Нет, они изначально такие были. Еще в Киеве, в Киевской области такие были. Понажирались и ходили в магазины, взламывали. Они же кретины, они же даже не понимают, что такое камера видеонаблюдения. Она у нас над каждым магазином висит. И все их преступления полностью зафиксированы. Как они ломают, как они берут, как они там эти магазины обносят и все остальное. Я уже не говорю за людей, застреленных в затылок, которых там эксгумировали и эксгумируют до сих пор. В том числе в городе Изюм, где вы были. Мы смотрели по телевизору, пока там 480 чем-то захоронили. Да, ну просто я понимаю, что вы смотрели, а у вас нет ничего об этом рассказать? Нет, я вообще первый только в телевизоре узнал, что здесь оказался. Так что никто не пытается сделать из всех плохих или там мародеров, убийц и так далее, но а как нам рассуждать? Вы чего сюда пришли с оружием? Вот я не говорю, например, что конкретно вы мародер, там, насильник и так далее. Я понимаю, это скорее допустим, это скорее единичные случаи, нежели массовые. Но вы с оружием сюда зачем пришли? Но не цветочки посадить, правда? Ваша правда. Значит, либо убийца, либо потенциальный убийца. Нам вообще изначально, вот лично мне сказали как. Всем так сказали. Да, а потом я уже, вот сколько я пленными встречался, в основном так же и сказали, как и мне сказали. Будем охранять административные здания. Да. А когда уже сюда приехали, по факту, вот, Да. оказывается, все по-другому. Гуманитарку возить. Ну, гуманитарку ничего не говорю. Один железнодорожные путя приехал чинить сюда, потому что он железнодорожный. Этого Ну, это я вам из истории. Образно. Да. Ну, никому почти не сказали, что он будет делать. Что кинут куда-нибудь там, где можно получить и пулю в лоб, и... Да. И кому-то засадить ее в лоб. Даже случайно, даже без подготовки. Но тем не менее. Ой. Понятно. Ну, хорошо. Спасибо вам за этот разговор. Если хотите что-то от себя добавить. Вам спасибо за телефонный звонок. Приходите, еще не скажу. Не. И не приду. Хотелось бы верить, что не только вы, а еще пару десятков, сотен таких, как вы знаете, посмотрят. И... Честно вам скажу. Кстати, я не сказал вот этого. Передайте что-нибудь вот россиянам, которые... Сидите дома, россияне. Не надо сюда ехать. Вот будете выглядеть, как я. Ну, в целом понятно. Я думаю, тем, кому надо, они поняли, что я сказал. Я уже не знаю, как там, чего до кого доносить. Возможно, понял. Сигарет. Старший. Спасибо вам за звонок. Да, не нужно. Автоматчики были у нас во время разговора?
Нет. А СБУ тоже, вот я вот рассказал, ну, когда допрос водили СБУ, мы с тобой, ну, я говорю, да, по-русски, никто тебя, ну, не били меня, ничего. Нормально по-русски все, не по-украински, а по-русски. Ну, а вы что, по-украински понимаете? Ну, давайте я за вам буду Нет, говорить я не понимаю по-украински, как бы вот. Что же мы можем сделать, что вы знаете один язык? Мы знаем минимум два, например, ну что дальше? Ну, свой родной. Ну, конечно. Не, я говорю о том, что в России вы будете рассказывать о том, что тут вас под автоматами заставляли это интервью давать. А вас даже забирать не хотят, между тем. Сейчас заберу. До свидания. А? До свидания. До свидания. Ну, пока еще нет, потому что ждем.